Воу-воу, дед, ты же старый уже, иди полежи. А то пришел тут в ролике засветиться. В общем, здорово. Я тут вам гайд на деда завез немного, расскажу вам про щит и как через котлетку урона напукать. А перед началом попрошу тебя вывести меня из тильта, оформив подписочку на мой канал. Ибо 90% людей смотрят мои видики без подписки. Будь добр, подпишись и Лукас влепи, чтоб видик стрельнул. Ну и поехали. Что такое вообще этот дед? Ну, точнее Джун Ли. Что он из себя представляет? Вообще, если верить статистике, то люди, испытывающие оргазм 4 или более раз в неделю, выглядят до 7 лет моложе. Чё вы думаете, дед такой красивый? Но не об этом. В общем, Джун Ли это гео-архонт, который создает с Ешки мега-щит, который упростит вам геймплей. Казуал зашел в чат. А с ульты накинет котлету Пахи или чурлом, чтобы они хорошенько так поели. И как обычно, начнем с талантов. Первый, как всегда, автоатака. Ее благополучно скипаем, если мы не дед через стычки. Ешка или элементальный навык. Имеет быстрое и долгое нажатие. В первом случае ставит колонну, которая будет издавать пульсации, нанося гео-урон по площади. В втором же случае дед ставит колонну, если до этого ее не стояло, или не достигнуто максимальное их количество. А также создает щит. Поглощение урона у щита зависит от максимального хп Джуна и наносит гео-урон по площади. А если рядом есть вражины с гео-элементом, вытягивает большое количество гео-элемента из максимум 2 противников, но это уже не наносит урона. Еще колонна, созданная дедом, входит в резонанс с другими геоконструкциями, от которой благодаря ему тоже будут исходить пульсации. Например, бычок Уита будет считаться за геоконструкцию. Показываю на примере. Также на биг-палку деда можно взобраться. Что же с щитом? Весь элементальный и физический урон поглощается на 150% эффективнее. Также персонажи, защищенные щитом деда, будут понижать ЛМ и физ сопротивления врагов в небольшом радиусе на 20%. Этот эффект не складывается. Щит работает 20 секунд, если, конечно, вам его не сбили. Перезарядка щита 12 секунд. Ульта или тот же взрыв стихии. Дед запускает с небес огромный метеор, который наносит геоурон врагам в радиусе поражения, а попавшие под метеор хиличурлы получают помимо урона статус окаменения, то есть превращаются в статуи, длительность окаменения растет с возвышением таланта, да и стоит ульта всего 40 единиц энергии. Также имеет не сильно большую перезарядку, в 12 секунд. Раскачивал бы я деда так: автоатаку скипаю и пошел Ешка, Ешка ульт, Ешка ульт и так далее. То есть отдаем корону в Ешку раньше, чем ульте. И будет выглядеть таким образом: 1, 10, 8. Опа, чего, погоди? Это же моя телега. Там, кстати, конкурс на луны с БПшкой проходит. И контент вне стримов и ютуба. Залетай скорей. Перейдем к пассивкам. Первая нам дает стаки за то, что мы получаем урон по щиту. Увеличивать прочность щита на 5% и может складываться до 5 раз. Но намеренно получать в лицо не нужно, конечно же. Мы же не психи. Просто приятный такой бонус за пропущенный хук с правой. Вторая увеличивает урон Джуна от его максимального хп. То есть урон бычек, заряженок и атак в падении увеличиваются на 1,39% от макс хп. Урон палки, ее резонанса и долгого нажатия увеличен на 1,9% от макс хп. И урон котлеты увеличен на 33% от макс хп. Третья в кузнице возвращает 15% затраченной руды при ковке копий. Пройдемся по созвездиям этого старого шалунишки. Первое дает возможность ставить 2 колонны с Ешки. Второе чисто для кооперативного режима. Накладывает щит на окружающих персонажей. У вашего друга С будет под защитой. Третье и пятое плюс 3 уровня в Ешку и ульту. Четвертое увеличивает площадь падения котлетки на 20%. Также продлевает окаменение на 2 секунды. Шестое дает нам отхил в 40% от нанесенного урона по щиту активному персонажу. Одно восстановление не может превышать 8% от максимального хп персонажа. Далее пойдут артефакты и оружие для определенного стиля игры на Джуне. Сначала расскажу про деда саппорта через щит, то бишь через хп. Затем пойдет дед Burst саппорт, который будет дамажить с ульты, а также иметь защиту с щита, хоть и не такую большую, как через хп. Если вам интересен один стиль из двух, можете сориентироваться по тайм-кодам под видосиком. Итак, дед через хпшки. Часы, кубок и корону ищем на хп. Под статах все так же ищем хп процент. Еще подойдут хп флэт, то есть без процента. И восстановы можно поднабрать. Что по наборам? Стойкость миллилита ему хорошо зайдет, так как даст хпшек, а также бафнет атаку отряду
и сделает щит крепче. Архаичный камень тоже неплох. Даст аффикса, это бонус к элементарному урону. Я реально написал элементарному. Даст аффикса, это бонус к элементальному урону. Так еще из подобранного кристалла, созданного от реакции с Гео, бафнет элементарный... Блин, да я долбоеб, что ли? Так еще из подобранного кристалла, созданного от реакции с Гео, бафнет элементальный урон. Ориентируйтесь по цветам. То есть, если кристалл красный, бафнет пироэлемент. Full дендро сет можно поставить, если вы играете с дендро в отряде, и вам некому дать этот сетик. Также подойдет инструктор, если отряд играет от реакций, так как этот наборчик раздает мастерство стихий. Также никто не отменяет 2+2 на хп. По оружкам все просто. Черная кисть, либо копье Фавония. Первая просто даст много хп, что укрепит ваш щит. Вторая же даст прибавку в восстанове. Так еще есть шанс залутать энергии с критовой плюхи. Переходим к деду, который уже может солидно поднадамажить котлетки. Часы мы ищем на силу атаки либо хп. Тут уже какой артик вкуснее или сильнее. Кубок на геоурон. Шапку на крит урон, либо крит шанс. Главное, балансите криты так, чтобы было по типу 50 крит шанса на 100 крит урона, 75 крит шанса на 150 крит урона. Надеюсь, поняли. В подстатах мы ищем крит урон, крит шанс, силу атаки процент, хп процент, восстановление энергии, силу атаки и хп без процента. Полезность в порядке убывания. Общую восстанову такому деду хватит 120-130%. Это чисто чтобы на ульту хватало. Дальше смотрите, какие наборы и оружие вы ставите. Полный набор эмблемы будет в самый раз, так как даст восстановы и бафнет урон нашей ульты на 25% от значения нашей восстановы. Набор из двух разных сетов — это 2 куска знати, который увеличивает урон с ульты на 20%, и 2 куска архаичного камня, который даст прибавку в геоуроне. Полный набор знати тоже супер. Все так же прибавка урона к ульте, так еще и силу атаки отряду накинет. И, как у деда через хпшки, набор миллилита все так же встанет. Также 2 на силу атаки плюс 2 на хп тоже приветствуются. Оружий у такого деда уже побольше. Посох Хомы дает нам крит урон. Пассивка прибавляет хп, так еще и если хп вашего деда меньше половины, увеличивает силу атаки на 1% от максимального хп. Но это на первой пробуде. Коршун даст крит шанса, увеличивает силу атаки при попадании. Имеет возможность стакаться 7 раз. Небесная сось даст восстановы в верхнем стате, а в пассивке даст крит шанса. На уровне сосью стоит покоритель вихрей и усмиритель бед. Дальше идет улов, который даст восстановы, урона в ульту и крит шанса все так же в ульту. БП копье даст шанс крита и за количество врагов перед вами даст силу атаки. Жатва даст восстановы, увеличит силу атаки от показателя восстановы. Каменное копье, которое даст силу атаки, и за каждого члена отряда из Лиоэ увеличивает силу атаки. И также шанс крита. Черногор просто палка с критами. Ну и наиполезнейший Фавоний, конечно же. О! Погляди-ка, это мой Twitch канал, где веду стримы. Заходи поболтать в чатике. Что ж, пришло время поговорить о пачках. Куда же встанет наш пожилой киборг? А вообще, о чем тут говорить? Он куда угодно встанет. Вот куда хотите. Дендро-отряд, тазер-отряд, аниме-отряд, отряд от пара, либо тайня, в заморозку, в глиноместный отряд, конечно же. Но прикол в том, что он может и не пригодиться. Ну, это если вам, конечно, shift нажимать не впадлу. Уворачиваться от ударов, в общем. А так, если боитесь, что вас собьют на каком-нибудь страннике, то берите, конечно. Никто вам не запретит получить в коллекцию шалуна Джуна Ли. Примерный геймплей с дедом в пачке вы могли наблюдать, пока я проговаривал этот кусок сценария. Ну и какой вердикт? В общем, как написал один комментатор под гайдом на Илань, 100% отличный перс. Бубсы опять же, но дед интересней. Всем огромное спасибо за просмотр этого пожилого гайда. Попрошу вас мега подписаться на канал, чтобы было не 90% смотрящих без подписки, а 89%. Поставь Люкас и оставь комментарий. Этим ты мне сильно поможешь. Вот тут мой телеграмчик с контентом вне стримов и конкурсом опять же. Это наш Discord сервер, где ты можешь пообщаться или что-нибудь спросить. Ну и конечно мой Twitch канальчик, где ты можешь спросить что-нибудь в чате у меня во время стрима. Всех обнял, показал на экране прошлые роликсы и погнал. До скорого.